Для чего создали Бильдербергский клуб? В глубоком подвале одного из самых известных отелей Европы, за плотно закрытыми дверями, в тени света свечей и сдержанного шепота, родилась одна из самых окутанных тайной организаций современности – Бильдербергский клуб. Никто не знает точно, сколько людей находилось в тот вечер за столом, кто именно был там присутствующим, но одно можно сказать наверняка. С того самого дня началась новая эра мировой политики, о которой почти никто ничего не знал. Это было не просто собрание влиятельных личностей. Это была встреча, которая должна была остаться незамеченной, но чьи последствия ощущаются по сей день. Представьте себе, середина 20 века, послевоенный мир пытается найти равновесие между идеологическими разногласиями, экономическими кризисами и ростом национального самосознания. Все это происходило на фоне страха перед возможностью Третьей мировой войны. Именно тогда, в один из майских дней 1954 года, в небольшом голландском отеле под названием «Бильдерберг» собрались представители бизнеса, политики, военной разведки и науки. Их задачей было начать диалог, который официально не должен был существовать. Так возникло то, что сегодня мы знаем как Бильдербергский клуб – закрытое сообщество, где принимаются решения, влияющие на судьбы целых стран, но при этом остаются вне поля зрения общественности. Каждый год, в конце весны или в начале лета, несколько десятков человек со всего мира собираются в одном из отелей, чтобы обсудить будущее планеты. Участники этого клуба – не просто важные люди. Они те, кто формирует экономические стратегии, пишет законодательные акты, руководит крупнейшими корпорациями, командует армиями и даже создает новые технологии, которые меняют нашу жизнь. Но ни один журналист не может попасть на эти встречи. Ни один оператор не запишет выступления спикеров. Ни одна камера не покажет лица тех, кто находится в зале. Почему? Потому что главная ценность этих встреч – конфиденциальность. Только в условиях абсолютной секретности участники могут говорить правду, не опасаясь публичного осуждения, политических репрессий или давления со стороны СМИ. Однако именно эта таинственность порождает бесконечное количество слухов, предположений и теорий заговора. Кто-то говорит, что клуб управляет мировыми событиями, как невидимый дирижер, направляя развитие человечества в нужное ему русло. Другие утверждают, что все это не более чем совместный отдых элиты, способ перезагрузить мозг и обменяться мнениями без лишнего внимания. Но если так, почему тогда каждый список участников вызывает такой интерес? Почему каждое их появление в средствах массовой информации становится поводом для анализа, сравнения и домыслов? Вспомним хотя бы историю с Генри Киссинджером, одним из самых известных участников клуба. Этот человек, бывший государственный секретарь США, считается ключевой фигурой в формировании внешней политики Америки в конце 20 века. Его участие в работе Бильдерберга вызвало волну обсуждений. Действительно ли он помогал определять ход истории? Или же это всего лишь совпадение? Аналогично можно говорить о таких людях, как Дэвид Рокфеллер, основатель Совета по международным отношениям, или британский принц Филипп, который также неоднократно посещал эти встречи. Что они обсуждали? О чем думали? Какие решения могли быть приняты в стенах этого отеля, оказавшие влияние на миллионы жизней? Интересно, что доступ в Бильдербергский клуб открыт не по желанию. Туда не покупают билеты, не регистрируются на сайте и не отправляют заявки. Чтобы стать участником, нужно получить приглашение. И оно исходит только от уже действующих членов клуба. Причем приглашенные не обязаны приходить каждый год. Многие появляются лишь однажды, после чего больше не возвращаются. Это еще больше усиливает интригу. Почему некоторые люди получают возможность войти в этот круг, а другие, даже имея значительное влияние, остаются за его пределами? Существует мнение, что Бильдербергский клуб стал ответом на необходимость координации усилий западных стран в условиях холодной войны. После окончания Второй мировой войны Соединенные Штаты и европейские державы поняли, что для сохранения стабильности и предотвращения новых конфликтов необходимо создать площадку, где можно будет обсудить насущные вопросы без дипломатической маски. Эта площадка и стала Бильдербергским клубом. Здесь можно было говорить прямо, без протоколов и обязательств. Здесь можно было выслушать мнение конкурентов и попытаться понять их мотивы. Возможно,
Именно благодаря этим встречам удалось избежать многих кризисов, которые могли перерасти в полномасштабные конфликты. Но если цель была мирной, почему тогда клуб продолжает существовать даже после окончания Холодной войны? Почему его участники до сих пор предпочитают скрывать детали своих обсуждений? Неужели мир стал таким сложным, что даже самые простые решения требуют закрытых дискуссий? Или, возможно, дело в том, что реальные цели организации давно вышли за рамки первоначальных намерений ее основателей. Сегодня в число участников входят не только политики и дипломаты, но и представители технологического сектора, финансовых гигантов, медиахолдингов и даже культурных деятелей. Это говорит о том, что клуб расширяет свое влияние. Он больше не ограничивается вопросами безопасности и экономики. Теперь он затрагивает такие темы, как искусственный интеллект, климатические изменения, цифровизация власти и даже этика использования биотехнологий. Это уже не просто дискуссионная площадка. Это настоящий форум глобального управления. Однако здесь важно задаться вопросом: если Бильдербергский клуб действительно является механизмом для координации действий элиты, то кому он служит? Общему благу? Интересам конкретных государств? Или же, может быть, интересам транснациональных корпораций? Ведь именно они финансируют проведение мероприятий, обеспечивают логистику, предоставляют экспертов. Можно ли доверять таким организациям, если их главная цель – прибыль, а не справедливость? Еще один любопытный факт. Место проведения ежегодной встречи выбирается заранее, но объявляется о нем за несколько месяцев до события. Это делается не только ради обеспечения логистики, но и для того, чтобы минимизировать внимание со стороны СМИ и протестующих групп. Однако, несмотря на все усилия, вокруг каждого мероприятия возникают акции, митинги, петиции. Люди требуют прозрачности, хотят знать, о чем говорят те, кто управляет миром. Но ответа нет. Либо потому, что его невозможно дать, либо потому, что ответ слишком опасен. Возможно, самым удивительным является то, что Бильдербергский клуб не имеет официального сайта, не публикует никаких документов, не дает интервью. Все материалы встреч остаются внутри, а выводы, если они вообще делаются, реализуются через действия участников в своих странах и компаниях. Это делает клуб абсолютно автономной структурой, не зависящей ни от кого, кроме самих участников. И это, конечно, вызывает тревогу у тех, кто верит в принцип открытости и демократии. Нельзя не упомянуть и тот факт, что в последние десятилетия количество публичных утечек информации значительно возросло. Благодаря работе журналистов, исследовательских групп и активистов стало возможным узнать гораздо больше о том, кто участвует в этих встречах и какие темы там обсуждаются. Например, известно, что на одной из встреч обсуждалась необходимость реформирования системы международных финансов после кризиса 2008 года. Также было затронуто будущее евро как валюты и пути выхода стран еврозоны из долгового кризиса. Не обошлось и без разговоров о цифровизации экономики, развитии блокчейн-технологий и влиянии социальных сетей на демократические процессы. Но если раньше Бильдербергский клуб был своего рода закрытым советом для старой элиты, то сегодня он становится все более разнообразным. Теперь в число участников включаются молодые предприниматели, ученые, специалисты в области экологии, правозащитники и даже представители искусства. Это говорит о том, что клуб осознает необходимость учитывать новые мнения, новые идеи, новые поколения. Возможно, это попытка адаптироваться к быстро меняющемуся миру, где влияние традиционной элиты постепенно снижается, а роль гражданского общества возрастает. Тем не менее, несмотря на все эти изменения, главная черта клуба остается неизменной – его закрытость. И именно она делает его таким притягательным для аналитиков, журналистов и просто любителей тайн. Ведь человек всегда стремится к тому, чего не может понять. И если ты знаешь, что за этими стенами происходят важные разговоры, но не можешь услышать их сам, это порождает желание узнать больше. Именно поэтому каждая новая встреча Бильдерберга становится поводом для новых теорий, новых расследований и новых вопросов. Можно сказать, что Бильдербергский клуб стал символом нашего времени. Времени, когда власть сосредоточена в руках тех, кто предпочитает оставаться вне поля зрения. Он показывает, как сложно бывает отличить истину от вымысла,
как легко мифы становятся реальностью, а реальность оборачивается мифом. Он напоминает нам о том, что мир управляется не только законами и правительствами, но и скрытыми соглашениями, личными связями и негласными правилами. Так надо ли видеть в Бильдербергском клубе угрозу? Или, напротив, рассматривать его как единственную возможность для лидеров разных стран и отраслей встретиться на равных и договориться? Ответ зависит от точки зрения. Для одних это символ тайного управления, для других – пример эффективного сотрудничества без бюрократии и пафоса. Впрочем, даже если попытаться взглянуть на ситуацию с другой стороны, нельзя не признать, что Бильдербергский клуб существует уже более 70 лет. За это время он пережил множество изменений в мире, но сохранил свою форму и функцию. Это говорит о том, что потребность в таком формате общения по-прежнему актуальна. И если даже мы не можем узнать всех подробностей, то должны помнить, что каждый шаг, сделанный в тени, рано или поздно отражается на поверхности планеты. Поэтому, дорогой зритель, если ты досмотрел до этого места, значит, ты тоже чувствуешь, что мир гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Значит, ты не боишься задавать вопросы, которые другие предпочитают игнорировать. Значит, ты хочешь понять, как устроены механизмы власти, какие силы двигают историей и что происходит за кулисами глобальной политики. Если это так, то не останавливайся. Изучай, сравнивай, анализируй. Потому что знание – это не только сила. Знание – это свобода. Свобода выбирать, свобода мыслить, свобода жить в мире, где ты понимаешь, что происходит вокруг. И пусть тебя не пугают тайны. Пугаться нужно не знание, а невежество. Поэтому задавай новые вопросы и никогда не прекращай поиск истины. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.